Привет! Послушайте два проблемных и исправленных варианта одного и того же трека. Первый мутный и грязный, а второй не качает, хотя баса достаточно. Проблема у них в одном и том же частотном диапазоне 100-450 Гц. Если там много чего, микс грязный. Если недостаточно, микс пустой, теряет мощность. Сейчас расскажу, почему это происходит и как с этим обращаться. Кстати, если не слышите большой разницы, это тоже плохо. У вас что-то с контролем. Проблема с наушниками, колонками или акустической подготовкой помещения. Наверное, вы слышали про деление спектра на условные границы, всякие там низкие середины, высокие басы и прочее. Диапазон, о котором я хочу рассказать, он сразу в 2 или даже в 3 диапазонах, поэтому я называю в герцах. И в этом диапазоне есть две проблемы – переизбыток и наоборот, недогруз. Расскажу о них по порядку. Почему в этом диапазоне муть и грязь? А потому что в нем очень часто находятся нижние гармоники очень многих звуков. Например, возьмем акустические инструменты. Бас-гитара. В этот диапазон залетает так называемое тело. Электрогитара 150-300. У акустики тоже 150-300 дает гулкость и звук как в коробке. У рояля вообще весь низ там расположен. Вокалы, особенно мужской, тоже в этом диапазоне. Даже барабаны и томы имеют тело в этом диапазоне. И когда все перечисленные инструменты звучат вместе без обработки, получается сущий кошмар. Ничего не разобрать в такой каше. И еще там работает частотное маскирование. Громкие звуки в каком-то определенном диапазоне маскируют, заглушают более тихие звуки в том же диапазоне и немного выше. Особенно хорошо это умеют делать низкие частоты. Они с удовольствием маскируют все, что выше них. Про маскирование я уже, кстати, рассказывал в одном из видео, ссылка на него в углу экрана и в описании. В электронной музыке ситуация может быть вообще разная, где-то лучше, где-то хуже, но в основном хуже, потому что у очень многих инструментов в этом диапазоне находится куча всего, даже если это совсем не важно. Вот именно поэтому я практически всегда при установке нового звука на дорожке сразу проверяю, что у него в этом диапазоне и насколько мне нужен этот диапазон от него. Если не нужен, смело отрезаю. Если нужен, то решаю проблему, чтобы в один момент времени в этом диапазоне не звучало два инструмента. Ну окей, может быть, 2 еще терпимо в некоторых случаях, но уж точно не 3. А ведь в этот диапазон еще легко залетают всякие перкуссии и прочие ударные, даже тарелки. Пэды, синты, эффекты – все нужно проверять на присутствие в них этого диапазона. И вот, кстати, в моем первом примере проблемного трека как раз ничего не вырезано у инструментов в этом диапазоне от 100 до 450. Теперь, как избавиться от этого и решить проблему? Для начала, пусть это будет такой нулевой пункт, важно сказать про общий подход. Сначала сводим самое важное и основное в треке. Это может быть около 5-6 дорожек, типа кик, снейр, хэты, бас, мелодия и вокал. Если бочка или бас слоеные, нужно сначала свести слои. Там тоже при наложении может быть муть и грязь. Верхние гармоники нижнего баса не должны пересекаться с первыми гармониками мид-баса и так далее. Помогает фильтрация, привязанная к высоте звучащей ноты, key-track фильтрация. На этом начальном этапе сведения вот этих основных дорожек уже могут быть конфликты в диапазоне 100-450, например, кик и бас, или бас и вокал. Это можно решить либо не ставя звучать их вместе, либо сайдчейнами. Про это у меня есть исчерпывающие видосы, например, вот этот. Ссылка в углу и в описании. После сведения столпов трека начинайте добавлять другие инструменты, типа гитар, пэдов и прочее. И вот методы решения проблем по порядку сложности. Первое – фильтрация, то есть полностью отрезать самый низ, если он не нужен. Зачем хэтам этот диапазон? Вырезаем. Зачем мелким дополнительным слоям перкуссии этот диапазон? Тоже можно отрезать, ну и так далее. Сначала пройтись по мелким звукам и отрезать плавным срезом у них все ниже 500 Гц. Второе – субтрактивная эквализация. Это когда ты не отрезаешь, а ослабляешь эквалайзером эти частоты в зависимости от общего звучания трека. Довольно широким Q. Оба первых варианта могут быть на автоматизации. Когда конфликта нет, можно перестать фильтровать. Это хорошо звучит, например, в яме. Также в обоих вариантах нужно слушать все вместе, потому что бывает вариант, когда слишком сильно отрезаешь, и звук теряет плотность. Важно вовремя остановиться. Третье. Решение аранжировкой. Конфликтующий звук
просто не играет в определенные моменты, когда этот диапазон занимает более важный инструмент. Четвертое – сайдчейны. В зависимости от более важных в данный момент звуков приглушаются менее важные. Сюда же частотные сайдчейны, которые спектральные. Но тут нужно иметь в виду одну важную штуку. Я уже 1000 раз в своих видео говорил о том, что мозг человека падок на контрасты. Любит он это и считает такие треки более классными и сохраняет в плейлист любимых треков. Контраст должен быть не только в общей динамике, но и в частотных диапазонах. Если в диапазоне 100-450 будет постоянно давить, мозг устанет. А давит как раз от сайдчейнов, когда все сайдчейнится от всего, и там постоянно вот этот диапазон чем-то забивается. Постоянно там что-то звучит и гудит. Не надо так. Заходя в сайдчейны, нужно понимать, что чем тоньше это настраиваешь, тем лучше получается результат. Недавно я записывал видео про довольно простую штуку, но люди в комментах писали: «Ой, поплыл на 3-й минуте» или «Я вообще ничего не понимаю». Запомните одну штуку, которую я тоже уже говорил в одном из видеоразмышлений, вот в этом. Хочешь классный звук, придется поработать. Ленишься и не хочешь изучать нюансы, не удивляйся, почему твой трек плохо звучит. Сравните написание музыки с созданием машины. Если мало чего знаешь, получишь коробку с 4 колесами. А если знаешь аэродинамику, нюансы, как сделать электронику, разбираешься в ходовой и прочих дебрях, можно создать что-то действительно классное. Теперь антирецепты. Не вырезайте весь диапазон 100-450 полностью. Это сделает звук тонким и безжизненным. Об этом чуть позже в этом видео. Следующее. Не усиливайте этот диапазон, надеясь добавить теплоты. Обычно это только усугубляет проблему. Третье. Не надейтесь на одну эквализацию. Часто нужен комплексный подход. И четвертое. Не игнорируйте акустику помещения. В необработанных комнатах именно этот диапазон часто искажается больше всего. Пирамидки не работают ниже 1000 Гц, я уже говорил об этом вот в этом видео. Если у вас нет басовых ловушек и специально подготовленной комнаты на вот этот диапазон, то, скорее всего, вы будете слышать избыток этих частот и инстинктивно уменьшать их в миксе. А из-за их недостатка уже в грамотно подготовленном пространстве, типа клуба, микс прозвучит вяло, без энергии. И тут переходим ко второй части. Отсутствие этого диапазона в треке. Недогруз в диапазоне 100-450. Это я продемонстрировал в начале во втором проблемном куске. Я там просто накинул эквалайзер и на 4 дБ ослабил этот диапазон. И хоть трек не сильно насыщен, сразу была сильно слышна разница. Повторюсь, если не сильно была слышна, то у вас что-то с контролем этих частот. Колонки, наушники или акустическая подготовка. Итак, что делать, если в вашем миксе именно такая проблема? Он звучит пусто, тонко, без основы, не качает, хотя саббаса ниже 100 Гц вроде бы там достаточно и хватает. Почему так происходит? Первое – чрезмерное вырезание. Самая частая причина. В борьбе с мутью вы так увлекаетесь фильтрами и эквалайзерами, что вырезаете слишком много тела у важных инструментов. Сейчас все перечислю и расскажу, как решить эти проблемы, но сначала вот список проблем. Второе. Неудачный подбор тембров. Изначально выбранные звуки могут просто не иметь достаточной энергии в этом диапазоне. Например, слишком щелкающая бочка без тела, тонкий бас или даже вокал. Третье. Проблема с аранжировкой. Может так случиться, что в аранжировке просто нет инструментов, которые бы заполняли этот диапазон в нужные моменты. И четвертое. Ошибки из-за контроля. Как я уже говорил, если ваше помещение или наушники искажают АЧХ, вы можете инстинктивно вырезать то, что на самом деле было нужно, потому что у вас этого диапазона было слишком много при прослушивании. Теперь как это исправить и вернуть треку мясо? Тут мы будем действовать аккуратнее, чем при борьбе с мутью, потому что добавлять всегда сложнее, чем убирать, не создав новых проблем. Первое. Пересмотрите свои предыдущие действия. Это главное, с чего стоит начать. Ослабьте фильтры высоких частот на некоторых инструментах. Может, вы поставили срез на 200 Гц там, где достаточно было 100-120. И уменьшите глубину, вырезав эквалайзер. Иногда простое «откатить назад» уже может решить проблему. Второе. Аддитивная эквализация. Если какой-то конкретный инструмент, который должен давать тело и теплоту, например, малый барабан, томы, бас-гитара, мужской вокал, электрогитары, звучит тонко, попробуйте очень плавно, широкой полосой, то есть малое значение Q, добавить 1-3 дБ в диапазоне 100-400. Поищите на слух, где инструмент приобретает полноту, но не начинает гудеть или конфликтовать с другими.
Делайте это исключительно в контексте всего микса, не в соло. Третье. Подбор и слоение звуков, лейеринг. Если эквализация не помогает и делает звук неестественным, возможно, проблема в самом тембре. Для ударных, например. Если ваша бочка – это только щелчок и суббас, подслоите к ней другой сэмпл бочки, у которого есть хороший стук и тело в районе 150-250 Гц, отфильтровав у него все остальное. То же самое касается малого барабана или томов. Можно добавить тело с помощью другого сэмпла. Для баса, если бас такой слишком чистый и сабовый, ему, скорее всего, не хватает читаемости и рыка в нижней середине. Попробуйте подслоить к нему копию, обработанную легкой сатурацией, и отфильтруйте так, чтобы она добавляла гармоники именно в диапазоне 200-450. Я как-то записывал видео про это, как делать басы с гармониками. И, кстати, в видео про то, как сделать громко, я тоже об этом говорил. Переходите по ссылкам в углу экрана и в описании. Это можно делать даже в каких-то бесплатных синтах, типа Vital, и даже встроенных, а уж в Serum и Faceplant подавно. И лейеринг для других инструментов. Иногда проще заменить даже звук на более подходящий или добавить слой, который заполнит недостающие частоты. Главное подружить слои, чтобы у них тоже не пересекались и не наслаивались сильно частоты в одних и тех же диапазонах. И особенно в том, про который мы сегодня говорим. Четвертое. Сатурация и гармоническое обогащение. Очень осторожно. Легкая сатурация может добавить гармоник и утеплить звук, заполнив этот диапазон. Используйте плагины эмуляции ленты, ламповые сатураторы или, может быть, даже дисторшн, но с очень низким значением драйв или с подмешиванием через драйвет, аккуратненько. Важно не переборщить, чтобы не получить грязь. Особенно хорошо это может сработать на басу или на гитарах. Иногда бывает классно частотно разделить звук и добавлять сатурации только к нижним гармоникам. В общем, тут много всяких нюансов, про сатурацию у меня есть отдельное большое видео. Ссылка здесь и в описании. Пятое. Аранжировка. Подумайте, а есть ли вообще в вашей аранжировке инструменты, которые должны отвечать за этот диапазон? Иногда решение кроется не в сведении, а в добавлении или изменении партии какого-нибудь пэда или ритм-гитары. Может, что-то просто стоит понизить на октаву или переиграть дубль на октаву ниже. Шестое. Динамическая эквализация или многополосная компрессия. Если недостаток ощущается только в тихих моментах партии инструмента, а в громких все хорошо, можно попробовать динамическим эквалайзером или многополосным компрессором очень деликатно поднимать этот диапазон, когда его уровень падает. И в этом разделе тоже есть антирецепты. Не пытайтесь бездумно наваливать в этом диапазоне всем инструментам подряд, например, на группе. Скорее всего, вы просто вернетесь к проблеме мути. Ищите, какому конкретно инструменту не хватает тела, и работайте прицельно. Но на группе тоже попробуйте, иногда помогает. Следующее. Не делайте слишком узкие и сильные усиления эквалайзера. Это может привести к неприятным резонансам и пластмассовому звучанию. Лучше широкие и плавные кривые. Еще, не забывайте про баланс с остальным спектром. Усилив 100-450, послушайте, не стал ли микс заваленным в эту сторону, не потерялась ли читаемость высоких частот. В итоге диапазон 100-450 Гц – это реально ключевая зона, где рождается либо мощь и тело вашего трека, либо мутная каша и пустота. Но вот вам финальный и, возможно, самый важный совет. Все эти инструменты – ничто без главного, а главное – это ваш осознанный слух и правильный контроль. Не просто бездумно режьте или поднимайте. Слушайте каждый инструмент в контексте всего микса. Сравнивайте с треками, которые вам нравятся. И позаботьтесь о своем контроле. Если вы плохо слышите этот диапазон из-за колонок, наушников или комнаты, все ваши старания могут пойти прахом. Именно внимание к этим деталям и отличает просто трек от трека, который качает, звучит чисто и профессионально. А на этом у меня все. До встречи в следующих видео. Пока.